Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня у нас с вами на повестке дня сказочно красивый вязаный джемпер из Kid Mohair, который выполнен в приятном салатовом цвете и чем напоминает весеннюю зелень, рассвет природы, подобно первым нежным листочкам, которые начинают проклевываться после зимнего сна. Данный оттенок символизирует обновление и свежесть. В основе вязания этой модели лежит ажурный цветочный мотив, тонкое и изящное кружево, которое украшает спинку джемпера, плавно переходит на перед и рукава, сочетаясь с лицевой гладью. Благодаря такому сочетанию узоров джемпер приобретает особую нежность, легкость, словно прикосновение теплого весеннего ветерка. Особенности вязания из пряжи с Kid Mohair делают этот джемпер еще более уникальным и привлекательным. Образуется нежное шелковистое волокно Kid Mohair, и это добавляет изделию мягкости, воздушности и делает его идеальным для создания легких и теплых образов. Вязаный джемпер станет прекрасным дополнением к вашему гардеробу, подчеркивая индивидуальность, ваш стиль. Идеально подойдет для того, чтобы добавить немного весеннего настроения в серые будни, будет гармонично сочетаться с различными предметами одежды, создавая стильные и уютные образы. И сегодня, девочки, я вам сделала подробнейший расчет этой модели, начиная с 44-го российского размера и по 52-й. Описание будет выложено, как всегда, под видео. Этот джемпер я вязала сама, и у нас будут кое-какие моменты, которые я вам буду рассказывать и показывать. Конечно же, я расскажу вам, как я делала расчет, как вам немного внести корректировку под свой рост, под свои индивидуальные мерки. То есть я расскажу, как рассчитать петли и как рассчитать ряды. Мы с вами свяжем образец узора. Будет все это предусмотрено в моем абсолютно бесплатном мастер-классе. Вот. Так что, если вас заинтересовало это изделие, давайте остаемся со мной на канале и продолжаем смотреть увлекательный мой рассказ. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Alize Kid Mohair, турецкого производства пряжа. У нее, значит, прекрасный состав. 50 грамм у нас 500 метров. Вязать надо в 2 ниточками, спицами номер 4 вяжется основной узор. Ниточка очень тонкая, вы видите, ну, в 50 грамм, да, 500 метров, понятно. И, в общем-то, очень приятная к телу. Нежная, мягенькая, пушистая. По составу. Цвет, кстати, цвет у нас вот такой используется, 117, такой салатовый красивый цвет. И состав 62% Kid Mohair, 38% полиамид. Вот такой вот вариант пряжи я выбрала. Еще раз повторю, вязать в 2 ниточки. Эту пряжу в 2 нити вяжется от 2 моточков. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Я ее выделила красным цветом. 8 петель у нас ширина и 12 рядов высота. Очень простые условные обозначения, которые вам всем давно известны. Смотрите, горизонтальная черта – это изнаночная петля. Вертикальная черта – лицевая петля. Круг – накид, треугольник – 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Этот треугольник 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот. И, в общем-то, все условные обозначения я вам рассказала. Теперь про выкройку. Выкройка, девочки, смотрите, выглядит вот таким образом. Здесь я не проставила размеры. Про размеры, про расчеты у нас будет с вами отдельно выделено минут 10, в которых я вам подробнейшим образом расскажу, как я считала петли, как я считала ряды, сколько петель я выделяла на вырез горловины, по скосу плеча, на рукав, высоту, длину, все подробным образом расскажу, ширину, все расскажу. Вот, и, значит, вот такое вот описание я составила для вас. Совершенно будет выложено в общем открытом доступе, и это все будет
под видео. Смотрите в инфобоксе под видео, вот это описание на русском языке будет выложено. Все. А сейчас я покажу вам пряжу. Мы с вами свяжем образец узора. И далее пойдет моя расчетная часть. И я покажу вам многие моменты, которые будут часто встречаются затруднения в этих моментах, как сформировать скос плеча и как оформить вырез горловины без вот этих ступенечек, то есть ровно и гладенько завершить. Важный такой момент в вязании джемпера — сформировать горловину и скос плеча. Для вязания образца я набрала 27 петель. У меня 3 раппорта подряд, 1 петля для симметрии плюс 2 кромочные петли. Вяжем с вами первый ряд узора следующим образом. Кромочную снимаем и вяжем раппорт узора. Но прежде у нас идет 1 петля для симметрии, 1 изнаночная. Эта петля была для симметрии. Теперь начинается раппорт узора. Изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные. Раппорт узора связан. Тут же мы приступаем к вязанию второго раппорта. И начинается он тоже изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные. Продолжаем третий раппорт самостоятельно. Все четные ряды у нас являются изнаночными рядами, и мы их вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными петельками. Третий ряд узора вяжем следующим образом. Кромочную сняли, первая петля изнаночная для симметрии. Начинаем вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. Раппорт связан. Второй раппорт вяжем также. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. Связали второй раппорт. Третий вяжем самостоятельно. Четвертый ряд изнаночный вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд у нас. Кромочную снимаем, первая петля изнаночная для симметрии. Далее вяжем раппорт узора. Первая лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. Изнаночная. Связали первый раппорт. Второй раппорт узора. Первая петля лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. Изнаночная. Связали второй раппорт. Третий раппорт вяжем самостоятельно, точно так же. Шестой ряд вяжем, как смотрят петли. Седьмой ряд вяжем следующим образом. Первую кромочную сняли.
изнаночная для симметрии. Начинаем вязать раппорт. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, изнаночная. Раппорт связан. Второй раппорт также вяжем. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, изнаночная. Второй раппорт связали. Третий раппорт вяжем самостоятельно. И 8 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем с вами 9 ряд узора. Первая петля кромочная сняли. Для симметрии изнаночная петля. Далее вяжем раппорт. Лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, изнаночная. Связали первый раппорт. Второй раппорт также. Первая петля лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная. Второй раппорт связали. Третий раппорт вяжете самостоятельно. И 10 ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд узора вяжем следующим образом. Первую кромочную сняли. Для симметрии изнаночная. Раппорт. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, изнаночная. Первый раппорт связан. Второй раппорт такой же. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, изнаночная. Связали второй раппорт. Третий вяжем самостоятельно. И 12 ряд вяжем, как смотрят петли. Раппорт мы связали. Все 12 рядов. И теперь повтор идет с первого ряда узора. Сегодня я хочу вам показать, как расчеты я делала по выкройке, используя свои индивидуальные мерки. Итак, общая длина изделия у меня 60 сантиметров, то есть длина. Эту длину можно корректировать. У меня рост 1,62 м, а манекен, который вы видели на девушке, 1,75 м. Но за счет того, что я ношу 52 размер, а девушка-манекен 44 размера российского, вы видели, что у нее длиннее, как бы это все выравнивается. Корректировки, наверное, на ее рост требовала бы рука, да, чуть длиннее можно было бы сделать. Итак, девочки, давайте, значит, считаю я и показываю, как вам переделать расчет по вашим индивидуальным меркам на примере длина 60 сантиметров, ширина, собственно, тоже 60 сантиметров, 59,5. Плотность вязания в 1 сантиметре у меня получалось 1,8 петель. По вертикали в 1 сантиметре у меня уместилось 2 ряда. Вот такая плотность. Итак, при такой длине все наше полотно, вязаное спинки переда, составляет высоту 120 рядов. Как я узнала? 60 сантиметров я умножила на плотность 2 по вертикали
И по вертикали получилось 120 рядов. Вы также это все по своим меркам делаете. Далее. По ширине, как считала количество петель. 59,5 сантиметров ширина моей модели. И я умножила на плотность 1,8. У меня получилось 107 петель, которые я по спинке, вы видели, у меня идет узор. По переду у меня идет в середине лицевая гладь. И только частично идет в самом начале и в самом конце полотна узор я пускаю. Итак, я сейчас буду рассказывать вам сразу на два размера. У меня первый размер 42-46 составлен в описании. Это российский размер. И российский размер 48-52. И вот про первый размер я вам уже сказала ширину. Это 59,5. Про второй размер 42-46. Это будет ширина составлять 50,5 сантиметров. И я также в петельный эквивалент перевела. Это 91 петля. Распределяем узоры спинки. Раппорт узора 8 петель и 12 рядов раппорт. 8 петель. Значит, мы наши 107 петель делим на 8. И узнаем, сколько целых раппортов у нас умещается. 107 петель я делю на 8. У меня 13 раппортов умещается. Видите, да? То есть, вот я их нарисовала. 13 раппортов по 8 петель. Но имейте в виду, что вот здесь на схеме идет одна петля изнаночная. Это вот раппорт, я его выделила. Вот, да? А одна петля для симметрии идет изнаночная, крайне правая. И ее я тоже учитываю. Вот я ее заложила в эти петли. И получилось у меня 2 кромочные, 13 раппортов по 8 петель и одна для симметрии изнаночная. В сумме 107 петель. Второй размер спинка 91 петля. Здесь 11 раппортов. И также идет одна изнаночная для симметрии, крайне правая, 2 кромочные и 11 раппортов по 8 петель. Это спинка для маленького размера 42-46. По переду распределение петель. Центральная 71 лицевая для размера 48-50. И с двух сторон у меня 2 раппорта идут, справа-слева. Начинаем все с одной изнаночной для симметрии, 2 раппорта по 8 петель, 71 лицевая. И далее идет опять одна изнаночная для симметрии, 2 раппорта по 8 ажурных и, соответственно, 2 кромочные. Вот. В сумме 107 петель. Для второго размера у меня, для маленького размера, у меня петли распределились по переду следующим образом. Кромочная, изнаночная, 2 раппорта по 8, в середине 55 лицевых, опять одна изнаночная, 2 раппорта по 8 и, соответственно, 2 кромочные. В сумме 91 петля. Это перед. Так, теперь что касается распределения петель по вырезу горловины и по плечам. Значит, ширину выреза горловины для большого размера, которым я взяла 21 сантиметр, и это 39 петель. Как считала, 21 сантиметр умножаем на плотность по горизонтали 1,8. 21 на 1,8. Вот 37, 38 петель, я сделала 39. А надо было 37. Ну, вот я 39. И для маленького размера я взяла 19 сантиметров, и это 35 петель. И все, что осталось, это петли плеч. Для большого размера 34 петли, для маленького 28 петель. Соответственно, 2 плеча. Глубину выреза по спинке я сделала 2 сантиметра по спинке. По переду у меня 11 сантиметров. Эту глубину
вы под себя также корректируете. Скос плеча у меня составил высоту 5 сантиметров. И при моей плотности в 1 сантиметре 2 ряда, это переводим 5 умножаем на 2, 10 рядов. На высоту 10 рядов я буду делать этот скос. Закрывать петельки мы будем очень последовательно и зеркально симметрично. И вот этот момент я буду вам показывать сегодня в видео. После того, как вот этот расчет мы с вами сделаем, я покажу вам кое-какие моменты. И, конечно, очень важный момент, который многих интересует, как закрыть без ступеньки вот этот скос сформировать. И я вам покажу небольшую хитрость, хотя многие об этом, скорее всего, знают. Будет у нас вот такой четкий, красивый вот этот ряд, ну, вот этот скос красивый, без ступенек. Так, ну, в общем-то, в описательной части я все рассказываю вам, показываю даже, как у меня закрытие скоса происходит. Здесь у меня первый раз я закрываю 4 петли. Это я рассказываю, как я вязала для большого размера. 4 петли я закрываю. И затем 5 раз в каждом втором ряду я закрываю по 6 петель. Ну, увидите, как это сделать. Так, теперь я хочу вам рассказать про рукав. У меня, так же как по переду и спинке, планочка 3 сантиметра резиночкой 2 на 2. Одинаково здесь резиночка идет. Вообще в отделке этого джемпера используется резинка 2 на 2. То есть 2 лицевые, 2 изнаночные. И также я вяжу ее на высоту 6 рядов. И далее в последнем изнаночном ряду прибавляю 9 петель, чтобы у меня получилось 51 петля. Вот. И распределяю узоры. Вот тут я не нарисовала. У меня, короче, там, по-моему, 6 раппортов. Сейчас я вам нарисую, давайте. Смотрите, значит, у меня идут 6 раппортов по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По 8 петель. Одна петля у меня изнаночная для симметрии, так же как у спинки переда, да, и одна кромочная справа, одна кромочная слева. И сейчас мы посчитаем, если 8 я умножаю на 6, у меня получается 48 петель, плюс одна петля для симметрии, это 49, и плюс 2 кромочные, 51 петля. Все верно. Длина моего рукава, начиная от планки и кончая самой широкой частью, составила по моей руке, по моим индивидуальным меркам 42 сантиметра. Это 84 ряда. 42 умножить на плотность по вертикали 2, получаем ряды 84 ряда. Теперь, что касается самой широкой части. Пройму я сделала 22 сантиметра на все размеры, 22 сантиметра. То есть вы можете этот показатель изменить по своему желанию. У меня 44 сантиметра получается самая широкая часть рукава. И я перевела это в петли 79 петель. То есть 79 петель. Надо вычесть, что у нас в самом низу рукава 51 петля. 79. Отнимаем 51 петлю по низу рукава. Получаю 28 петель, надо всего прибавить. У нас с вами 2 скоса справа и слева у рукава. Мы их делим на 2. Получаем справа и слева будем прибавлять по 14 петель. Их надо также делать прибавки равномерно. Для этого 84 ряда я делю на 14 петель, то есть длину рукава 84 ряда я делю на количество петель, которые надо прибавить по каждому скосу, и получаю число 6. Вот отсюда я и узнала, что в каждом 6-м ряду у меня идут прибавки справа и слева одновременно.
при вязании полотна рукава. На высоте 84 ряда у вас на спицах должно быть 79 петель, которые вы должны закрыть свободно. Вот и все, мои дорогие. По спинке, как формировать вырез по спинке, вот такой закругленный. Я, в общем-то, это в описании описываю. Сейчас я вам так на словах расскажу. Смотрите, закрытие идет 29 петель. Это для своего размера я рассказываю, большого. 29 центральных петель мы закрываем, а далее полотно вяжется отдельно правой и левой части, и закрытие идет в каждом втором ряду. Первый раз 3 петли, второй раз 2 петли, и все. Вот. И вот эта сложность, особенно для новичков, я так думаю, составляет вот этот момент, когда вам надо формировать и вырез горловины, и скос плеча одновременно. И этот момент я покажу, как я его делаю практически. Вот. После того, как вы все это, девочки, все половинки свяжете, надо сшить плечи и связать по вырезу горловины планочку резинкой 2 на 2, тоже на высоту 3 сантиметра. Вот 6 рядов. И я вам тоже это все подробно в описании рассказываю. Собственно, нет никаких здесь сложностей, как вы поняли, да. Я все подробно рассказываю, описываю в описательной части в виде текста. Под видео будет выложен этот текст на 2 размера. Вот. И я думаю, что у вас все получится. Нет никаких сложностей. На мой взгляд, я думаю, что и все сложные моменты я сейчас вам объяснила и обговорила, как вам даже перерасчет сделать на свою длину и на свои индивидуальные мерки. Сейчас я хочу показать вам этап, как сделать закрытие спинки петель по вырезу горловины. С чего начинаем? Одновременно, девочки, у меня идет закрытие петель плеча со скосом. Я уже сделала это закрытие. У меня по 6 петель здесь закрывается. И сейчас я покажу вам, как я, в принципе, делаю закрытие петель выреза горловины. Закрывать я буду вот от этой меточки 29 петель центральных. Центральные 29 петель. И это у меня еще остается на плечи. Итак, все мы делаем по узору. То есть сейчас я скажу, какой у меня ряд. Довязываю я до этой отметки и начинаем закрытие. Итак, дошли мы до нашей меточки. Теперь она уже не нужна. Снимаем. И 29 петель я закрываю одним разом. Раз, два, три, 4. Старайтесь сильно не затягивать, делать свободно закрытие, чтобы не было перетянуто. 5, 6, 7. Самостоятельно, девочки, закрываем. Итак, закрыто 29 петель. И сейчас довязываем до конца плеча наши петельки по узору. И дальше идут закрытие 6 петель скоса плеча. Я покажу, как сделать это без лесенки. То есть, чтобы это было вот так по одной линии получалось. Итак, чтобы не было этой лесенки, я довязала до конца нашего ряда. Видите, как сейчас это выглядит у меня на спицах. То есть этот центр закрыт. Здесь часть узора провязана. Оба полотнища у меня, то есть первая и вторая половинка, у меня пока на одной спице. Сейчас мы будем делить конкретно данное полотно
на две части и отдельно будем вязать правую и левую половинки спинки. Так, и вот, чтобы не было лесенки. Смотрите, 2 петли я не провязала. Видите, не провязала. Переворачиваю я наше вязание на изнаночную сторону. Так, перевернули. И смотрите, что делаем. Эти 2 петельки с правой спицы переснимаем на левую. Наша ниточка за работой находится. И аккуратно, свободненько закрываем петельки. Вот эти 2 не провязанные закрываем в первую очередь. Вот таким образом. То есть у нас получается 1, мы считаем закрытие, да? 2, свободненько. 3, 4, 5, 6. Закрыли 6 петель. У нас нет никакой ступенечки. Видите, как ровненько все идет скос. Вот. Продолжаем. Продолжаем. Сейчас мы довязываем все петельки у нас, как смотрят, мы вяжем по изнаночной стороне. Накиды вяжем изнаночными тоже. Довязываем до конца. Все у нас вязание разделилось на правую и левую части. Довязываем до конца. Опять 2 петли не довязываем, чтобы не было у нас с вами вот этого перехода резкого, ступеньки не довязываем. Опять переворачиваем вязание. Сейчас у нас будет продолжаться формироваться вырез горловины. У нас сейчас закрытие 3 петель будет следующим образом. Также эти 2 петли недовязанные мы переносим на левую спицу и закрываем. 1, закрываем. Так, 2 раз, 2 петлю закрываем. И 3 петлю закрываем. Без ступенек у нас идет закрытие. Все, 3 петли закрыли. Вот видите, да? И дальше пошли снова по узору вязать. Так, значит, опять, чтобы не было ступеньки, у нас закрытие идет скоса плеча. Мы сейчас с вами снова 2 петли не довязываем. Переворачиваем на изнаночную сторону. Аккуратно наше вязание. И снова закрываем 6 петель скоса плеча. Переснимаю я эти 2 петельки на левую спицу и закрываем 6 петель плеча. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, все. Сделали это все дело. Так. И продолжаем вязать снова до выреза горловины. Вот так сейчас, девочки, выглядит у нас наша с вами спинка. То есть идет скос, идет вырез горловины одновременно вяжется. И закрытие снова идут. Сейчас у нас надо было не провязать 2 петли, да, чтобы не было у нас лесенки. Поэтому я вот так отмотаю назад. Так, закрываем. 3 петли мы сделали, теперь 2 петли закрытия у нас идет. 1, 2. Так, все. Продолжаем по узору, довязываем. Ну, я все, наверное, лицевые, тут уже нет смысла, довязываем. Опять 2 петли не довязываем. Переворачиваем на изнаночную сторону. И у нас с вами завершающий момент, когда мы оставшиеся 6 петель плеча тоже закрываем. Итак, переснимаем, чтобы не было лесенки, эти 2 петельки. Закрываем их.
Вот таким образом. Раз, два, три, четыре и 5, 6. Все. Все петельки закрыли. Все, девочки. Вот таким образом у нас сформировался вырез горловины и один скос плеча. Второй зеркально симметрично. Вторую половину вы делаете сейчас также самостоятельно. То есть отсюда 6, отсюда 3, а в следующем втором ряду 2 петли от выреза, по вырезу горловины. То есть зеркально симметрично абсолютно. Самостоятельно. Сейчас я хотела бы показать вам, как, девочки, я сшиваю изделие. Я уже одно плечо сшила. Сшиваю я с помощью крючка. У меня вот крючок сейчас на 3. И сшиваю я его крючком. Смотрите как. Получается имитация машинного шва. Значит, беру крючочек и приклад, ну, конечно же, совмещаем мы плечиком с изнаночной стороны. И все это происходит вот таким образом. Смотрите. С помощью крючка вытягиваю петельку. И вот так. Видите? Здесь тоже ровненько получается. Такая прям ровненькая машинная строчка. Как будто бы. Теперь в следующую петельку также вытягиваем крючочком. То есть мы обе стороны захватываем с помощью крючка. Вот, видите? И еще сюда. Снова сюда вводим крючок. Сюда. И вот таким образом совмещаем, чтобы у нас узорчик совпал. Видите здесь, да? И продолжаем вот таким образом сшивать изделие. Боковые швы я также буду совмещать с помощью крючка делать. То есть это вот таким образом выглядит. Сейчас я вам, девочки, покажу, как у меня получился вид вот отсюда. То есть это вот изнаночная, вы видите, изнаночная сторона. А с лицевой стороны это вот так выглядит. Я еще не отпаривала, естественно. Но это вот так выглядит. Вот так. Вот. Видно, да? Все. Ровно, красиво. Шов соединен, аккуратно. Все супер. Вот таким вот образом получается. Шовчик выглядит. Так, ну продолжаем. Итак, доходим до конца и смотрим, что же у нас там получилось на лицевой стороне. Выворачиваю я и смотрим, как здесь все выглядит. Аккуратно ли у нас шов идет. Так, вроде бы очень даже хорошо и аккуратно смотрится. Это все надо, конечно же, отпарить. Отлично смотрится. Очень аккуратно. Так, сейчас переходим на боковые швы. Итак, я оставляю небольшой конец, чтобы, отрезая ниточку, так, вытягиваем ее, берем иголочку. И сейчас я покажу, как я заделываю кончики. Так, вставляю. Итак, смотрите. Вставили, да? И аккуратненько с иголочкой вот так я прохожу по нашему шву, по изнаночной стороне аккуратненько. И протягиваю нашу ниточку. Аккуратненько. Все. Так. Можно дальше продолжать. Можно на этом остановиться. То есть вот таким образом я
прячу кончик ниточки в полотно. Все. Отлично. И ниточку эту я обрезаю, чтобы она больше не маячила. При боковом сшивании есть тоже своя специфика. Здесь вы смотрели, я вам показывала, здесь такой специфики не было с помощью крючка. А здесь смотрите, как подхватываем сбоку. Значит, смотрим. Вот я уже начала частично. И смотрите, подхватываем, значит, вот эти две дужки боковые на одном полотне и на втором полотне то же самое смотрим. Вот они, эти две дужки петли боковой, да, и сквозь них протягиваем петельку. И все это делаем, девочки, довольно свободно, чтобы бок у нас не был стянут. Еще раз показываю, смотрите. Ищем следующие две вот эти боковушечки. Вот они, да? И здесь мы тоже ищем на втором полотне тоже две боковушечки. Здесь главное правильно начать, чтобы смещения узора не было. А потом вы просто будете автоматически вот так идти, и ничто у вас с узором не случится, не собьется ни узор. И здесь у вас все будет ровно и красиво получаться. Еще раз показываю, да, две вот эти боковые подхватили, и здесь тоже нашли две их и тоже подхватили. И вытягиваем. И так далее, и так далее. Идем вверх, снизу вверх я сделаю такой шов. Аккуратный шов. Продолжаем. Итак, перешли к вязанию рукава. И для рукавчика я набираю для маленькой резиночки, такой же, как по низу у меня идет планочка, 6 рядов в высоту, резиночка 2 на 2. Обратите внимание, стараюсь сделать так, чтобы начиналась у меня кромочная, изнаночная, а потом идут 2 лицевые, чтобы здесь красивый шов получился потом. Вот, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Заканчивается тоже одной изнаночной кромочной. Так, прибавки делаю одновременно справа и слева. Все петли, которые я прибавляю, девочки, я их сразу в лицевую гладь перевожу. То есть я не вывязываю узор. У меня узор вот таким образом идет. Только идет вот эти 6 раппортов в высоту, как я их и, собственно, замышляла с самого начала. А здесь идут прибавки в каждом 6-м ряду, 14 петель справа, я должна прибавить 14 петель слева. Прибавочки я делаю следующим образом. Смотрите, значит, первую кромочную снимаю, да, и вот сейчас у меня момент прибавки в 6-м ряду, и я делаю за вот эту петельку лицевую, за дужку ее, вот такую вот прибавку. Можно сделать скрещенные, чтобы не было дырочек, но, собственно, у меня прибавка идет вот так. Мне этого достаточно. Да, здесь получаются отверстия, но они потом в шве будут не видны, совсем не видны. Я это делаю так. Можно скрещенную сделать, чтобы отверстие не видно было. И вот таким образом я продолжаю вязать. У меня прибавка всего составит 28 петель по ширине. В самой широкой части рукава у меня 79 петель получится. Это равно 44 сантиметрам ширина. То есть 22 это у меня пройма. Высота проймы 22 сантиметра. И по рукаву получается 44 сантиметра. Вот таким образом. Длину рукава вам нужно будет регулировать под свой рост и по своему желанию. Здесь все очень индивидуально. Я вот 3 раза меняла длину. И в итоге остановилась на длине 42 сантиметра. И умножить на плотность 2. Получается 84 ряда. 84 ряда я вяжу. Это получается ровно 7 раппортов.